Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 4-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске удачно завершили с первой попытки поисковую миссию в лесу для прапора с обнаружением колонны и лагеря юсеков, а также вынесли ружо ТОС для закрытия квеста «Снабженец» от лыжника. Груберт, Нитроген, Александр, Николай, Эдуард, Смерч, Максим, Габдур, Саид, Дроид, Сталквеб, Фитепс, Егор, Мишаня, Коммунист, Вадим, Энскси, Архангел, Алекс, Дефолт, Илья Лето и Килька для кота. Огромное спасибо вам за финансовую поддержку и доброе слово. Будьте здоровы. Если комп самопроизвольно перезагружается, обычно это связано с перегревом. Понаблюдай за температурой процессора. Москва, большой привет. Автограф у меня еще никто не брал, но если свидимся, смело подскакивай. Турецкий потихоньку изучаем. Путь со дна там такой же, я прям с алфавита начал его изучать. Забегая чуток вперед, скажу, что сегодня я буду отыгрывать, пробовать на итальянском сервере. Всем приятного просмотра. У прапора, оказывается, вообще забыл квестовые предметы забрать. Компас, там, карта леса, еще что-то там. Ну, в общем, прикольно. Тряпки есть на сегодня. Живем, пацаны. По оперативным задачам сегодня у нас выход с локации. Таможня на любом выходе. Устранение диких на любой локации 4, снова дейлик от терапевта. С повышением лояльности, кстати. И нахождение и передача предметов. Противоосколочные очки какие-то надо найти. Ну, здесь... просто деньги и опыт. Никакой лояльности ничего не светит. Проклятый квест, на котором я застрял в самом начале. Я уже 2 выпуска подряд пытаюсь вынести предметы по квесту знакомства. Мне нужна 1 пачка сухариков Емелия и 2 банки тушеной говядины. Значит, план С, как говорится. За товарища Дикого отправляемся мы на развязку снова. И отправимся мы когда? Правильно, посреди ночи, 2:08. Мне не надо будет внутри где-то там лазить. Мне достаточно просто посмотреть эти полки и выйти с локации. Итак, барабанная дробь, мы выходим за сухариками Емеля и 2 банками тушенки. О, вот это уже знакомо. Вот это уже красный таймер. И бежать тут пипец просто. Если только прям сразу вниз спускать. Ну ладно, придется помирать тогда. Ой, что это за фриза? Кило, братан, не убивай. Да, брат. Я мирный. Что там насчет страданий? Кнопка страдать активно. О, здоровее стал, слушай. Ну, не знаю. Будет ли чего или нет. Нифига себе, я пошел в ночной рейд в надежде, что какой-нибудь менее активный попад... И свои не стреляй, don't shoot. Товарищ, походу, тоже прискакал за этим самым делом, да? В поисках провианта. О, у меня фонарик есть, прикинь. Ничего себе тут кач. Кач бешеный, но ничего нету на полках. Пусто вообще. О, Емеля, да ну нафиг. Хорош, хорош. Так, теперь пару банок тушенки. Да нет тут никакой тушенки, все сожрали. Голодный народ. Все вычистили. Я не знаю, Емелю, наверное, просто не заметили, поэтому не зацепили. Вообще голяк. Тут помимо ЧВК еще и челоботы, походу, уже про этого лесамывали, да? Вымели все напрочь. Нормально. Ну ладно, хотя бы Емелю понять вам домой. Пошли тогда домой, чё? Чё еще тут ловить? А, надо будет искру еще одну взять, чтобы было хорошо, чтобы было правильно. Мне же надо будет в любом случае еще в лесу закладывать, а купить и выменять я не знаю, где-то можно, не можно. Я что-то так и не посмотрел. Давай, наверное, я сумку попутно. Давай, сумку посмотрю.
А что у меня вообще там? А у меня рюкзачок-то с Гулькин этот хвост. Да, такой пойду посмотрю, как будто нигде ничего не лутано. Слушай, а эта сумка-то не лутана, действительно. Страйк Сиги. Это не надо уже. На калашек патроны. Поросята. А, подя. Это мы сейчас испробуем. Так, что-то лежит. О, МРЕ. То, что надо. Не МРЕ, этот искра, которая мне нужна. Здорово. А, пошуршали домой. Термит лежит. Блин, а? Как так-то, а? Сейчас напишут, вот, с включенным фонариком бегаешь. А по темникам нам не надо. 5 минут осталось. Это много или мало? Опа, что-то нашел. А, чепуха. Думал, пушка какая-нибудь. Но нет, не угадал. Но другого варианта, кроме как просто в тупую спуститься и идти сразу же на выход, я не вижу. Да и особо долго тут выглядывать, высматривать, выпасать кого-то тоже не вариант. Пофиг. Надеюсь, никто не сидит на выходе опять. Да было бы еще, блин, за что убивать меня, да? За пачку сухариков, ё-моё. Как-нибудь... Вот так, что ли, по-хитрому. Хотя разницы нет, они там потом ту площадку всю простреливают. А где он, интересно, сидел в прошлый раз? Наверняка где-то наверху там, да? Вполне вероятно. Куда еще можно прострелить? Ну да, только оттуда где-то. Там очень удобно, кстати. Вот отсюда и мы побежим на выход. Тайник тут... Я знаю, что есть тут тайник, но кто-то писал под камнями, там тайник пробежал мимо. Да я понимаю, что я мимо пробегаю, но тут просто, видишь, местность какая. Он не вскрыт вроде. Ладно, мы же ночью. А, понял. Хоть днем, хоть ночью. Ну, что могу сказать? Ну, хотя бы Емелю вынести. Это уже хоть что-то, хоть какой-то прогресс в этом направлении. А то я ходил... Абсолютно голышом выходил. Да даже не выходил. Все, получилось выйти. Здорово. Хоть Емелю вынесу. Егерю скармливаем сухарики ржаные. Емели одну пачку. Остается только 2 большие тушенки, но я предлагаю тогда за ЧВК пойти не на развязку, а пойдем, пожалуй, в лес. Там тоже есть у меня пару квестов, которые можно вот-вот закончить. В частности, пикник со стрельбой. Мне осталось 5 диких дострелять, и 4 из них будет параллельно вноситься в квест, который дейлик у меня. Так что хороший повод сходить в лес, пострелять диких. В общем, пойду налегке. Взял с собой денег на случай возможности выхода на план
платном выходе на машине, бронеразгруз, СКС, запасной магазин, да и все. Значит, идем в лес в дневное время, будем страховать СКС, так как она у меня нулевая, и бронеразгруз можно будет застраховать. Рюкзачок не беру, где-нибудь с дикого там стряхнем, я думаю, какой-нибудь мешочек небольшой. Цели на рейд простые. Мне нужно будет в первую очередь найти диких, пострелять 5 диких, 5 из них пойдет в закрытие квеста «Пикник со стрельбой», 4 в дейли квест. И после этого, я думаю, можно будет смело походить по локации и поискать Салеву. Как найдем Салеву, можно будет чесать домой. Сильно долго задерживаться там не буду. В общем, господа, я сменил сервер, не могу я сидеть и ждать так долго. Я 9 минут сидел просто в ожидании игры в лесу, на локации, где, в принципе, квестов там куча целая сейчас, да, но это ненормально. Перехожу на итальянский сервер, посмотрим, как тут дела обстоят. Вот, теперь загрузочка пару с лишним минут. Поиск игры, я имею в виду, конкретно занял. Я нахожусь под антенной примерно, и справа от меня есть... Я сюда зачем пришел? За дикими, да? Но на той стороне надо бы посмотреть. Все-таки там медицина же как-никак появляется. Где я звездочку-то в прошлой серии оставил? Я что-то еще смотрю такой, думаю, блин, вроде никого не было. Не может быть, чтобы эти носилки пустыми-то были. И да. Что-то там все-таки было. Это я проморгал. Я молодец. Он что-то как-то громковато, что ли? Дубель 2. Есть большая хирургия, но мне ее некуда засунуть. О, вот и Салева, пацаны. Вот зачем я сюда пришел. Наверное, ее даже... Хотя смысла нет, да, ее тарить. Она мне без галочки так-то не очень не нужна. Ну все, я больше ничего здесь не буду смотреть. Цель рейда не лут, цель рейда Салева и дикие. Салева имеется, остались дикие, и выжить надо будет обязательно. Значит, пойдем сейчас под антенну, там, возможно, парочка дикарей будет сейчас, если там никто не пошурудил еще. И тогда прямиком пойду в сторону моста, постараюсь там выйти. А выход у меня где, на всякий случай? Ага, у меня вообще на окраине выход, прикинь. Может быть, тогда в ту сторону пойти? Давай я, наверное, сейчас здесь посмотрю. Диких, конкретно диких. Если диких не будет, то я развернусь и в сторону 14 ЗБ. Там на доме диких есть спаун, на КПП есть спаун. Возле времянки есть спаун. По сути, 5 диких в легкую вообще можно будет и там найти. Не выискивая тут себе приключений на 5-ю точку. Чистоган. Серебряная цепь. Еще 2 серебряные цепи. Может, ключ какой? Бам, зажигалка. Пау. Обычно, когда сюда спускаешься, гайки нам надо. Дикие там подъезжают. Это можно забрать. Что-то тихо. Не прикольно. Не люблю, когда тихо. Ваза. С ума сойти. Блин, я не вижу никаких диких. Ты видишь? Вот и я не вижу. Пойдем. И тогда ящик с провизией там еще глянем. Как раз, может, там дикие будут. Или тут подъедутся, да? Подгрузятся на карту. Пока я там шариться буду. Пусто, ёпрсы-то, как так? Чтобы здесь не было ни одного дикого?
Ну это вообще фантастика. Вот здесь сигарет, вагон и маленькая тележка. Качаем метаболизм. МРЕ сухпай, но мне искра нужна будет. Хотя я парочку вроде как вынес, мне больше-то и не надо особо. Вот и дикие подъехали. Один готов. Это что, термит? Нет, на майонез похож. Майонез это, да. Ну все, нашумели. Надо валить. Одного только подстрелил я, в общем. Неужели ты один на карту просто загрузился? Снайпер там стреляет на скале. Ну, интересно, интересно, в общем, это все полутать, БПшки. Выбросим тогда. Все равно сытый, довольный. Пошли в сторону 14 ЗБ. Попробуем оттуда отыграть. Там диких настрелять, и там же вытяну. Чтобы мне в ту сторону идти, не факт, что там машина будет еще на месте. Не факт, что я там достаточное количество диких найду. А в той стороне я уверен, что диких будет. Я хотя бы знаю, где их там искать. Тут есть еще снабжение, пищеблока, эти самые ящики. Может глянуть? Может тушенку найду? О, нифига. Это где-то недалеко. Слышишь, да? На КПП вроде как. Опа, а тут уже кто-то лутался. Я этот ящик не смотрел. И вот этот. Это с этого спауна, что ли, в ту сторону побежали? Непонятно. Непонятно. А тут кто-то лутанулся. Судя по всему, слева направо шли. Значит, нам по пути выходит. Хорошо, прям по ящикам гульнули. Вполне возможно, что вот эти вот выстрелы, которые я слышал там на стороне КПП, вполне возможно, что это эти товарищи, которые здесь обитали и стреляли, да? Четверо диких. Четверо диких. Достаточно ли будет того, что я пойду просто в сторону ЗБ-14 и там возле ЗБшки, возле дома диких
Посмотрюсь, может ли быть там 4 диких. Навряд ли. Ага, я видел кого-то, он там на сопке. Вон, видишь? Чик прошел, и это не дикий, скорее всего. Значит, будем иметь в виду, что здесь у нас товарищ нехороший ходит. Вполне возможно, что тоже подыскивает себе диких. А это не дикий? Нет, это кустик. Еще то, что я без глушителя, тоже большой минус. СКС. И слышно за 3-9 земель вообще. У меня такие выстрелы хлесткие. Конечно, лучшим вариантом было бы здесь с оптикой какой-нибудь двигаться, но имеем то, что имеем. Работаем с тем, что имеем. Но если здесь будет 4 диких на ЗБ доме диких, то будем считать, что мне очень круто повезло. Прям очень круто. Выход работает, но у меня ключей нет, так что даже не смотрим в его сторону. Никого не вижу здесь. А жаль. Очень даже жаль. Ну, значит, дом диких, и придется немножко вернуться в ту сторону. Вдоль воды там, что ли. Там придется стрелять. Искать диких. Но я бы не хотел в ту сторону до КПП идти там. Блин, где дикие? Ёпарас, это ж в лесу на доме диких на ЗБшке нет ни одного дикого. Да, ну не бывает так, не бывает. Что за закон подлости? Тарков как будто знает, что мне нужны дикие. Ну так-то он знает. Он как будто специально... О, наплакал. Наплакал. Вот и рюкзачок. Бегаем отсюда. Я. Подожди, да ты чё? О, ай! Видит меня. Я же... Да ты чё, серьезно, нифига себе. Я даже медицину никакую не взял, еще справа. Еще справа. Точно, справа еще один, они подъехали. Ёлки-палки, я сейчас нашумлю и сюда прибежит пати. Да как, да ты что делаешь? Вали кепку! Кепка, кепка. На, блядь, жри, сука!
Фу. Так, один тут. Капец, проблема дикого застрелить. С ума сойти. Он еще и зараза такой... О, видал? Он еще и зараза такой стреляет. Ой, эти гранаты кидает. Сейчас подумают, что здесь настоящая война какая-то. А, слева. О, да вот он. А по кому ты стрелял? На кого ты агренный? У меня что-то с руками? Точно, у меня рука черная. Ё-моё. Я вижу его. Сближусь на всякий случай. Ну, руки трясутся, я нифига не прицелюсь. Отлично. Один из квестов только я выполнил. Но придется идти вот сюда, на открытую. Или вынести все-таки Салеву. На кону квест, слушай, целый. Там просто кто-то с этого стрелял, с ППШ, и я видел там товарища возле КПП одного. Вполне возможно, что он сейчас по этой стороне обходит. И если вдруг что-то пойдет не так, то я огребу от него. Таким образом профукаю Салеву и плакал мой квестик. А так, по добру, по здорову выскочим и закроем для медички квест. Кайф. 4 диких в итоге у меня получилось дострелять, но я, честно говоря, побоялся просто идти дальше и искать 5-го. Так-то, если бы не было Салевы у меня в разгрузке, я бы точно не пошел на выход, я бы пошел просто и доделал то, что мне нужно было доделать. Этого одного дикого бедолагу я бы точно пошел бы, да и дострелял просто-напросто. Квест-дефицит мы наконец-таки закрываем, передаем аптечку Салева и получаем заслуженные награды. Теперь она дает мне санэпиднадзор, часть первая, по которому нужно один газан найти, но здесь как опционально получить доступ к насосной станции на заводе, и говорят, что там можно найти газоанализатор. Но если честно, в предыдущих вайпах я сколько не ходил, не заглядывал в эту комнату, я там не находил газаны. Операция Водолей, часть первая, выдает квест. По этому квесту мне нужно в общежитие двухэтажку в 206-ю комнату, но у меня пока нет ключей от этой комнаты, так что квест пока висит. Закрыли также дейли квест устранения с убийством 4 диких и получаем дополнительные приятные награды. Кстати говоря, я совсем забыл про вентиляцию, которую зарядил в предыдущем выпуске. У меня улучшение закончено, оказывается. А вообще у меня дикий с квестовой МРкой. Ты посмотри, у нее прям ДТК как раз тот, который мне нужен будет для сдачи квеста оружейник, часть первая. Если там ничего не поменялось с предыдущего вайпа, то этот дикий мне прям вообще в цвет. Поэтому я лучше еще раз за дикого схожу на развязку. Пойду в ночное время, чтобы неудобно было кимпедристам на выходах меня обнаружить. За цель рейда возьмем добычу 2 банок тушенки высоких и вынос просто-напросто самой мурки. Все, остальное меня, можно сказать, не интересует. О, блин, спасибо тебе, Тарков. 19 минут. Это что, ЛЦУ мелькнул только что? Надеюсь, что нет. 19 минут до конца рейда, и я появился прям вообще возле этих самых полок, которые мне нужны. Сейчас я тогда быстренько смотрим. Блин, есть вроде бы еда, но не то, что мне нужно. Какие-то сельдь. Туда-сюда, елки-палки, вынесли уже.
Да, тушенка стала проблемой, однако. Проблемой. Нет тушенки, пацаны, ни одной банки. Ни высокой, ни низкой. Башка болит. Бухать надо меньше. Не, я с пацанами за такое не тер. Свои вроде. На это че, лобот? Тоже что-то ищет. В поисках еды. Провизии этой. Блин, жалко. Жалко, что не получается мне никак эту тушенку найти, будь она. Все обчистили, видимо. Термит. Думал, майонез. Че тогда, тут прошвырнемся? Поищем болтики, гайки, тогда по этой стороне прошвырнусь по ящикам с инструментами. И пойду просто-напросто на выход. Не то пальто. Не то. Но фонарик так ярко светит, что иногда даже не разобрать, что там лежит на полке. И лежит ли что-то. Свои, не стреляй. А я говорю по-русски, как будто тут в Италии много кто по-русски говорит. Чайник. Ну, хоть что-то. Тоже не солоно хлебавшие уходят. Коллега мой. Сушняк. А он тоже по тем же самым тропинкам ходит, он смотрит то же самое, что и я смотрю, видимо. У дураков мысли схожи. Можно, кстати, аккумулятор сходить, просто посмотреть. Хотя бы. Что-то не ищет. Странно. Аккумуляторы, свечи зажигания. Свечи зажигания я нигде сварить не смогу, так что мне их в любом случае надо будет ходить искать где-то рано или поздно. Нет ничего. Даже двери все открыты. По маршруту, поэтому. Он наверху там лазит. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Что, башка болит? Бухать надо меньше. 7 бед, 1 ответ.
Ну там вроде как наши кореша светят. Да ладно, бог с ним, пойдем тогда на выход. Че тут, раз нету ничего. О, вот это вот мне не нравится. Но полутать надо. Было. Все, пошли домой. Опачки. А вот и очки по дейли квесту. Мамана. Не зря заглянул в тайничок. Ну все. Если выйдем, закрываем дейлик. И можем попробовать закрыть. У меня там предметов нет, да, на цевье от дробовика. Ну ладно, зато будет то, что я не смогу купить в ближайшее время. Это будет пламегаситель от этого дробовика. Как ни крути, я считаю, что рейд удачный. Правда, мне куда это все сейчас добро выгружать. Но найдем сейчас место, найдем, раскидаем туда-сюда. Сейчас разместим все потихоньку. Все, раскидался с горем пополам. Ну, можно пробовать, наверное. Что там, как мы цевье это найдем? Блин, у меня доступен бартер, пацаны. И вот эта вот мурка, она, по идее, раздолбанная вся. Так что можно, наверное, с нее снять вот это вот добро. И вот это, что мне еще понадобится? Да все, в принципе. Остальное мы можем продать. Покупаю у егеря новую мурку, чтобы была возможность дать ее по квесту. И сейчас займусь сборкой. Все, можем передавать. Отличности. Есть. Первый оружейник за плечами. Ну, здорово. Ну, чтобы теперь по красоте вообще завершить этот день кровавый, надо будет пойти мне в лес за ЧВК и добить одного оставшегося дикого для квеста «Пикник со стрельбой» прапорщика, да? Все, что нужно, это один дикий на всей большой локации лес. Кого-кого, а одного дикого-то я более чем уверен, что я найду здесь на этой локации. Так, блин, на итальянском сервере, я вам скажу, очень радует скорость поиска игры. Блин, минута буквально, и все, и сразу же загрузка лута, и пошел процесс. А, что у нас? Сразу же в сторону коттеджи пойдем. Тут есть провиант, еще по пути у нас будет пару тайничков, даже 3 тайника, одного дикого-то где-нибудь сейчас шлепнем. Либо тут где-нибудь, либо где коттеджи непосредственно. Очень здорово было бы его прям в самом начале где-нибудь встретить, застрелить, чтобы потом уже не бояться за то, что ВС не сделал, опять выходить в рейд за этим одним диким. Ищем тушенку, в общем. Ну, как всегда. Ищем тушенку, находим все, кроме тушенки. Не, ну а что, конечно, первый тайник. Ты хотел тушенку, что ли? Губа не дура. Или под скалу сходить, там щелкнуть дикого. Там 100% они будут. И потом уже со спокойной душой. А то там, если на деревне перебьют, я потом где их... Ну, хотя, ладно, я тут один из первых. Значит, пока лутаться не буду, пойду прям в деревню сразу. Застрелю дикого и там в деревню налутаюсь. Там в 3 этих домах за глаза мне хватит места для лутания. Но ящик с хавчиком здесь я точно посмотрю.
этом сарае. Мгм. Поглядим сарай, вот эту времянку, там тоже еда спавнится. Справа тайник, и все, с деревни спускаемся. Опа, близко. Шило. Говорят, шило очень редкая штука. Теперь у меня есть шило, парни. В общем, отменяется лутание тайника. Я сразу пойду сейчас искать себе дикого. Кофе. Недурно. Бог с ним, с этим лутом, который здесь весь есть. Потому что там кто-то уже подваливает туда, к деревне. Конкуренты. Если они перебьют диких, то мне придется опять лазить. Фиг знает где, фиг знает сколько. Блин. А подожди, не убивай. Пистолетчик какой-то там. Ёкарный бабай. Придется встревать сейчас в ПВП. Дикий. Да не убивайте, ё-моё. Убили. Убили нашего. Вижу. Отлично, я закрыл квест. Все, теперь хоть трава не расти. Дерево, да? Хорош. Он уже здесь все обшарил. Чисто. Да вон он! Ну, вряд ли я здесь выживу. Не только потому, что тут дикие или ЧВК, но и потому, что мы нашумели славно. И сейчас 100% сюда любопытные придут. Сука ты, блядь, и упырь, блядь, гнида, блядь! Нормально. Вон он! Ах ты. Нифига он. Хорош. Хорош. Можно по приколу просто пойти постреляться. Честно говоря. Упс. Ты куда пошел? Да там стреляют, подожди. Вилл Даунова с дробовика застрелил. Сюда пришел уже кто-то с дробовичком. Весело-весело. Но у меня есть шина, пауэрбанк. Так-то
Шибко ценного тут чуть. Но на дробовик я бы не хотел выходить. Я думал там с пистолетиком, а с пистолетиком типа застрелили, он выбежал оттуда. Его дробовик застрелил. Вот, еще пришли. Тактические обходули. Идущие на смерть приветствуют тебя. Да тут весь лес собрался, я отвечаю, тут весь лес собрался просто на этой точке. Это просто земля мертвых. Но зато это было весело. Плюс недолго, 9 минут туда-сюда, и главное, что я квест целый закрыл. Одного исека подстрелили, диких там настреляли гору целую, все здорово. Это было весело. И при всем при этом у меня теперь есть шило, пацаны. Это шило мне нужно будет для санузла, который готов к постройке, между прочим. Ой, как хорошо. Возможно, мне с шилом очень даже повезло. Остальные эти предметы частенько довольно попадаются, но шило я первый раз нашел. Сколько рейдов, уже 8 уровень персонажа, я первый раз только шило нашел. Не скажу, что крайне редкий, но надо искать его в определенных местах, это однозначно. Я забыл, кстати, после рейда за Дикого сдать еще и Daily Quest с нахождением передачи предметов. Противоосколочные очки эти зеленые я же нашел. Можем их передавать и получаем небольшую награду, но приятный бонус, так сказать. Мы закрываем пикник со стрельбой. Большой квест, много диких, настреляли в лесу, все отлично, забираем. Плюс еще и есть лояльность не только у прапора, но и у егеря плюс. На сегодня у меня все. Итальянский сервер сегодня сделал мой день. Я остаюсь, пожалуй, пока, по крайней мере, на нем. Мне понравилось здесь играть. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за пальцы вверх, добрые отзывы и крепкую поддержку с вашей стороны. Всем отличного настроения, приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.